Чисто рад. А потом наступил 2015 год. И еще в феврале я даже не думал, что вообще куда-либо поеду. Но в марте случилось кое-что. И вот я уже мчусь на восток автостопом через всю Россию. Как так получилось? Сейчас расскажу. Начну издалека с увлекательной love story. Еще в далеком 2008 году я учился по гранту в США. Там у меня появилось много иностранных друзей, в том числе клевый японец по имени Такахиро. Вместе со мной грант выиграла Лиля, тихая девочка-отличница. И так получилось, что эти двое начали встречаться. Я не верил, что у них что-либо получится, но вопреки моим ожиданиям, они мало того, что продолжили встречаться, да в итоге вообще поженились. Прошел год после свадьбы, и я решил позвонить Лиле по скайпу и узнать, как у нее дела. Я удивился, когда она сказала, что она в Японии, и чисто любопытство ради поинтересовался, сложно ли получить японскую визу. Она ответила, что легко, если есть приглашение. Я сказал, а Таки же сделает мне приглашение. Он ответил, что без проблем. И тут случился переломный момент в моей жизни. Я чисто в шутку обронил фразу «Высылайте, я еду». И вот... Всем доброе теперь утро. Сегодня я решил отправиться автостопом аж в Москву. Там меня ждет виза японская. Я решил провести небольшой упоротый эксперимент и взял с собой в Москву всего 1000 рублей. И решил сделать так, чтобы этих денег мне хватило на то, чтобы добраться из Казани до Москвы, потусить там неделю и вернуться обратно. Сколько же я потратил на самом деле, узнаете в следующих выпусках. Первый раз в жизни я отправляюсь в автостоп один. А второй раз в жизни я отправляюсь в автостоп вообще. Пока стою, пока никого. Чувак сейчас проедет. Оп, проехал. До Москвы я добрался на 3 машинах. Сначала молчаливый мужик на Nissan Note докинул до границы Казани. Потом позитивный парнишка на 9-ке приблизил меня к Москве еще на 30 километров. Вот на этой машине я проехал немного. И до самой Москвы я доехал на фуре в компании офигенного дядьки за его рассказами о том, как его 15-летняя дочка участвует в соревнованиях по мотокроссу и как он катается с ней по полям на сноуборде, зацепившись за кайт. Вот, японцам покажешь. Глянь, блядь, у нас свобода. Вот мы проезжаем по мосту в Нижнем Новгороде. Вовсю сейчас на улице весна. На улице весна, и нам не до сна. Ну, короче, мы между Нижним Новгородом и Москвой. Прикол в том, что время 6 утра, говорит, 6 вечера, а я еду в солнечных очках, потому что солнце светит прямо в глаз. Вот как-то так, короче, я ни хрена ничего не вижу. Вот примерно вот так вот это все выглядит в очках. Вот без очков, в очках, вот без очков. Особой разницы все равно ни хрена не видно. Тем временем у нас уже здесь стемнело. Мы под красивую музыку проезжаем Владимир. Пропустили, короче, один очередной продуктовый магазин. И там стояла куча шлюшек. Если бы мы остановились и пошли в магазин, то стали бы объектами всеобщего внимания, звездами этого вечера. Вот организовали из кабины автомобиля итальянскую кухню. Все, вот я вышел, вот он стоит сзади. Спасибо мужику, спасибо Андрею за то, что подвез. И круто, бесплатно до Москвы добрался. Ну, наконец-то я вышел из метро, и вот они стоят. Вот они стоят, меня ждут. Сменяем. Наконец-то. Вооружить темп. Привет. Поздравляю, что набрался нормальное место. А вы турист? Так, в общем, все, я уже в машине, мы едем домой, едем ужинать. И вообще я хотел передать огромное спасибо всем добрым людям, которые есть на этом свете. Короче, остановился узбек,
Я ему говорю, слушай, докинь до метро, пожалуйста, а? По пути подобрав еще 2 узбеков. Эти узбеки на ломаном русском у него спрашивают, типа, метро докинешь? Он такой, садись. А сколько будет стоить? Садись. Так почем будет стоить? Садись. И они такие сели просто вот. В общем, я добрался потом уже на метро за 50 рублей. И в итоге за 70 рублей я добрался из Казани до Москвы. Ништяк. Причем 20 рублей ушло на автобус и 50 рублей на метро. Остальное все бесплатно. А дальше прошла веселая неделя в Москве. Я катался на велике, на метро, на Роминой Ауди, на разных чужих тачках. Встречался с совершенно левыми, но душевными людьми. Курил кальян. И не только. Фоткался, гулял пешком. Ну и, конечно же... Все впереди, все предстоит еще пережить. И начинается самое интересное. Татар культурасы без барабыз истеря.